Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня я буду квасить капусту и покажу вам два разных варианта приготовления этой замечательной закуски. Первый вариант – это самый распространенный. Капуста по этому рецепту у меня всегда получается хрустящей. Главное использовать капусту поздних сортов, она более плотная и сочная. А второй вариант – капуста по-грузински. Помимо того, что она очень хрустящая и пикантная, она еще и очень яркого, насыщенного цвета. Получается она такой за счет добавления свеклы. Готовить капусту по этим рецептам абсолютно несложно, в этом вы сейчас убедитесь. А чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите новые видео. Ну а теперь приступим. И для первого рецепта мне понадобится 2,5 кг капусты, 2 маленькие морковки, 1,5 литра воды, 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки сахара, перец горошком и лавровый лист. Начну я с того, что приготовлю рассол. Вливаю в кастрюлю 1,5 литра воды и всыпаю соль. Хорошо перемешиваю и довожу до кипения. Обратите внимание, что сахар я сразу не добавляю, и чуть позже я скажу почему. Отправляю рассол остывать. Теперь займусь капустой. Капуста у меня тугая и плотная, именно такую и нужно брать для засолки. Разрежу ее на 4 части и удалю кочерышку. Сейчас капусту нужно нашинковать. Я буду делать это ножом, но у многих есть терки, которые прекрасно шинкуют. В комбайнах тоже есть шинковки, и это, скажу я вам, ускоряет работу в разы. Поэтому делайте так, как вам удобнее. Капусту я нарезала и переложу ее в емкость, чтобы потом можно было перемешать. Теперь натру на терке морковь. Моркови я беру немного, я люблю, чтобы цвет капусты был белым, а от моркови она желтеет. Теперь добавлю морковь к капусте и перемешаю. Берите миску для этого побольше, так будет удобнее перемешивать. У меня маловато, ничего. Капусту я не мну. Сверху кидаю горошины душистого перца, штук 8-10 и 3 лаврового листа, поломав его на кусочки. И опять перемешаю. Капусту я буду складывать в 3-литровую банку, мне так удобнее, при этом я буду ее хорошо утрамбовывать. Очень часто зимой я добавляю в капусту клюкву. Вы можете квасить капусту в какой-нибудь емкости или кастрюле, если вам это удобно, но у меня количество ингредиентов рассчитано именно на банку. Заливаю полностью остывшим рассолом. Помните, что сахар я еще не добавляла. Делать я это буду на 3-й день. Оставляю капусту при комнатной температуре. Только обязательно поставьте банку в какую-нибудь мисочку или тарелку, так как в процессе сквашивания рассол будет понемногу вытекать через верх. Банку я ничем не накрываю. Как минимум 2 раза в день я протыкаю капусту деревянной шпажкой, чтобы выпустить воздух. Вот такая капуста у меня на 2-й день. На 3-й день я сливаю рассол с капусты в емкость, добавляю к нему сахар и хорошо размешиваю, чтобы он растворился. Если добавить сахар сразу в 1-й день, то, на мой взгляд, капуста получается менее хрустящей. После того, как сахар растворился, возвращаю рассол обратно в банку. На следующий день капуста готова, и чтобы она не перекисла, нужно убрать ее в какое-нибудь прохладное место или поставить в холодильник. Помимо того, что квашеная капуста очень полезная и вкусная просто как закуска, с ней можно приготовить еще много разных блюд. Ее можно тушить с ребрышками или сосисками, подавать с запеченной уткой, ну и, конечно же, она хороша в пирогах. Теперь перейдем ко второму рецепту. Для него мне понадобится 1,5 кг капусты, 500 г свеклы, 60 г чеснока, 100 г корня сельдерея, острый перец, 2 литра воды, 100 г соли и 60 г сахара.
Начну опять же с рассола. 2 литра воды мне может и не понадобиться, но я всегда делаю его с запасом. Всыпаю в воду соль и сахар, довожу до кипения и остужаю. Капуста у меня такая же плотная. Разрезаю ее сначала на 4 части, а затем каждую четвертинку еще пополам. Можно больше не резать, но я стараюсь нарезать равные кусочки чуть мельче, чтобы потом удобнее было подавать. Главное не резать сильно мелко. Свеклу разрезаю пополам и нарезаю кусочки. Также режу и сельдерей. Сельдерей можете брать любой, подойдут и черешки, и зелень. Чеснок нарежу кружочками. Можно в принципе положить и целиком. Возьму емкость и буду выкладывать слоями овощи. Сначала капусту, затем свеклу, сельдерей и чеснок. Далее все повторяю. В конце добавляю кусочки острого перца. Заливаю капусту остывшим рассолом. Придавлю крышкой с меньшего контейнера, можно тарелкой. Желательно поставить гнет. Оставляю при комнатной температуре. Готова такая капуста будет через 4-5 дней. Затем ее нужно будет убрать в холод. Вот так капуста выглядит на второй день. Она потихоньку начинает окрашиваться в сок свеклы, но когда она полностью приготовится, то станет насыщенного яркого цвета. Получается такая капуста хрустящей, ароматной, богатой вкусом и витаминами. Просто отменная закуска, причем съедается в ней все: и свекла, и сельдерей, и чеснок. Обратите внимание, что ни в один из рецептов я не добавила уксус. Капуста медленно сквашивалась, а при заквашивании капуста приобретает дополнительные полезные свойства. То есть вы приготовите не просто капусту, а настоящую витаминную бомбу. Поэтому не раздумывая готовьте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.